все. Пробуем нашу пиццулечку. Так. Сыр немного остыл, пока мы делали фото. Ну вот наша пицца в разрезе. Это из кокосовой муки, а это из цветной капусты. Конечно, более сочные. Я прям это вижу. Так, вот это из цветной капусты. Ну что, делаем пробу. Готовим пиццу из цветной капусты. 1 стакан цветной капусты, 1 чашка. Такая же чашка натертого сыра моцареллы. У меня твердая моцарелла. И 1 яйцо. Перемешиваем. Теперь 1 пол чайной ложки соли, чайная ложка сухих приправ. Это у меня итальянский микс. И пол чайной ложки сухого чеснока. Перемешиваем. Наши приправы перебьют вкус цветной капусты. И будет вкус. Не вкус теста, но вкус нашего теста для этой пиццы. Все, тесто готово. Мы формируем его в форму и запекаем 15 минут при 200 градусах. Ребята, сейчас делаем кето, тесто для пиццы из кокосовой муки. 2 яйца. Это у меня 1 яйцо с двойным желтком. 3 столовые ложки воды. Пол чайной ложки соли. И пол чайной ложки приправы. У меня сухие травы итальянские. И пол чайной ложки сухого чеснока, чтобы перебить вкус кокосовой муки. Мешаем это все. Вы можете мешать в блендере, если вам удобнее. Ну, не вообще. Так, сейчас перемешиваем и добавляем нашу муку. Кокосовая 50-70 грамм. Будете смотреть по консистенции. Так, у меня получилось где-то 60 грамм муки на это количество. И 3 столовые ложки тертого сыра. Грана падано или пармезан, что у вас есть. Я все высыпала. Все, тесто должно быть вот таким жидким. Заливайте в форму, выпекайте 15 минут на 200 градусов. Вот наши 2 кето
базы под пиццы. Одна из цветной капусты. Я использовала вот такие формы для торта 20 сантиметров. Того теста, что я готовила, оказалось в 2 раза больше. Вы можете сделать 2 такие пиццы. И тесто из кокосовой муки как раз по размеру. Все, 15 минут, 200 градусов и посмотрим. Поехали. Так, ребята, наша пицца готова. Тесто для пиццы. Сейчас мы смотрим. Вот это у нас с кокосовой муки. Тесто, вот смотрите, тоненькое получилось. Первый раз такой рецепт делала. Мне прям очень нравится. Я в восторге. Так, а вот это у нас из цветной капусты. Тоже очень тоненькое. Вот такое мягкое. Но, конечно, помягче. Вот это будет более хрустящее из кокосовой муки. И теперь самый интересный творческий процесс. Мы начинаем. Так, наш соус для пиццы. Если кому-то нужен рецепт, пишите, я вышлю. Соус для пиццы я делаю из свежих томатов или из томатов в банке. Так, сейчас мы делаем сыр, побольше моцареллы. Очень творческий процесс. Если вы хотите, можете положить сыр сверху всех ингредиентов. Я люблю, когда сыр снизу. Ну, побольше. Так, у меня тут салями. У меня тут обычная колбаска. Ну, это, можете использовать все, что у вас есть в холодильнике. Это же пицца. Так, немного краски в нашу пиццу. Перчика. И оливки. Так, кому нравится? Все, теперь в духовочку на 15 минут, 180 градусов. Наша вторая пицца. Точно так же. Ну, в принципе, сейчас мы будем тестировать 2 рецепта. Очень интересно. Раньше я делала или же с кокосовой муки, или с цветной капусты. Конечно, очень классная из муки миндальной, но не всегда она под рукой, и не всегда она очень дешевая. Не жалейте сыра, не жалейте колбасы, вообще не жалейте. Это же для себя делаете. Для гостей, да, можно пару кусочков положить. И все. Вообще для гостей можно и заказать пиццу для себя, любимого. Так, салями. Так, под моей колбасой не видно пиццы. Немного краски. И оливочек. Все, тут у меня немного осталось сыра. Вот так вот сделаю. И на второй точно так же. И в духовку. Поехали. Все, наша пицца готова. Запах умопомрачительный. Смотрите на этих красоток. Смотрите, какая она классная. Так, вот это кокосовая мука. Вот это цветная капуста. Ну все, сейчас будем пробовать. Поехали.
все. Пробуем нашу пиццулечку. Так. Сыр немного остыл, пока мы делали фото. Ну вот наша пицца в разрезе. Это из кокосовой муки, а это из цветной капусты. Конечно, более сочные. Я прям это вижу. Так, вот это из цветной капусты. Ну что, делаем пробу. Так, ребята, пробуем из цветной капусты наша пицца. Очень вкусная, сочная. Благодаря специям вы не чувствуете вкус цветной капусты. Просто мама мия. Perfect. Даже очень сочная. Сейчас прожуем. Так, пробуем из кокосовой муки. Это прям как пицца в кафе. Я думаю, что краешек хрустит. Краешек хрустит. Это очень тонкое. Немного чувствуется вкус кокосовой муки. Но вы можете положить больше специй. Но это тоже, это очень вкусно. Прям вообще. Я не знаю, что бы я выбрала. Но это прям... Все, ребят, пробуйте. Пишите, что вам больше понравится. Готовьте из своих ингредиентов и наслаждайтесь. Кето пицца.